Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса. Сын певицы Натальи Королевой Архип Глушко, который длительное время обвинялся в тяжких правонарушениях, совсем недавно был освобожден по приказу пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего и в связи с лечением в медицинском учреждении. Более того, совсем недавно сын Натальи Королевой даже сыграл свадьбу. Он женился на своей давней подруге, танцовщице из ночного клуба по имени Мелиса. Однако сотрудники антикоррупционного комитета и Андрей Ремович Белоусов не согласны с таким решением. Они добиваются пересмотра дела. Более того, Министерство обороны Российской Федерации собиралось направить Архипа Глушко в зону спецоперации, чтобы он целиком и полностью попытался искупить хотя бы часть своей вины. Однако отправка сына Натальи Королевой Архипа Глушко в зону СВО закончилась настоящей трагедией. Сегодня утром министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверял, как проходит медкомиссия мобилизованных в военкоматах города Москвы. Андрей Ремович в первую очередь направился в военкомат номер 14, где медкомиссию проходили многие публичные личности, российские артисты, сыновья чиновников и министров, а также сын певицы Натальи Королевой Архип Глушко. По данным прессы, сын певицы Натальи Королевой, который часто отличается неадекватным поведением и находится под действием запрещенных веществ, в момент посещения Андрея Белоусова военкомата находился в кабинете врача-окулиста. Андрей Ремович, проверяя работу медиков, заглянул и в кабинет данного специалиста, где находился сын певицы Натальи Королевой. Сын Натальи Королевой на приеме врача вел себя не совсем адекватно. Он отказался проверять зрение, заявил, что он полностью больной и стал грубить врачу-окулисту. Андрей Ремович Белоусов, как настоящий мужчина, не смог простить хамского отношения к женщине. Он одернул сына Натальи Королевой и потребовал, чтобы тот вышел из кабинета. Однако после произошли и вовсе непредвиденные события. Сын Натальи Королевой Архип Глушко абсолютно не отреагировал на замечания министра обороны Российской Федерации. Более того, он стремглав выбежал из кабинета, сумел обезоружить охранника и вырвал у него огнестрельное оружие. Архип Глушко смертельно ранил одного из охранников военного комиссариата и попал в плечо Андрею Белоусову. В связи с тем, что Архип Глушко был особо опасен, охрана министра обороны Российской Федерации перешла к решительным действиям. Сын Натальи Королевой получил несколько огнестрельных ранений и был госпитализирован в критическом состоянии. Андрей Ремович Белоусов на данный момент чувствует себя удовлетворительно. После перевязки он отказался от госпитализации и продолжил свою работу. Зрители с большим стажем могут помнить, что Архип Глушко обвинялся в ряде тяжких преступлений, таких как убийство ректора Музыкального института культуры, ограбление банка, а совсем недавно Архип Глушко совершил и другое преступление. Он лишил жизни свою тещу. Однако супруга Архипа Глушко, Мелиса, семья и родные отказались давать чрезвычайному событию публичную огласку. Ну а буквально несколько минут назад поступила очень обнадеживающая новость о здоровье сотрудников антикоррупционного комитета. Александр Иванович Бастрыкин после недавнего нападения пришел в себя и почувствовал лучше. Как заявляют лечащие врачи, Александр Иванович Бастрыкин пойдет на поправку. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.